Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш и серия видео по созданию вариативного шрифта FabLab. В этом уроке мы поговорим про инструмент контур, его режимы работы и различные подменю этого инструмента, чтобы ускорить процесс взаимодействия с ним. Предположим, вам не хочется переключать разные типы узлов, чтобы можно было двигать эти узлы и как-то сохранять плавность. Для этого существуют различные режимы в инструменте Contour Tool, которым мы обычно работаем. Это вот такая белая стрелка, включается она либо клавишей буква A на клавиатуре, либо вот здесь можно ее включить прямо непосредственно на тулбаре. Если мы в 8-й версии появилось дополнительное подменю, если мы двойной клик сделаем по этой клавише, то у нас появится вот такое подменю. Здесь мы можем переключать режимы этого инструмента. Первый из режимов называется Power Nudge. Его принципиальное отличие в том, что если мы, допустим, включали гениальные узлы и у нас что-то вот как-то там передвигалось, смещалось, то если сейчас в обычном режиме мы нажмем с шифтом и сдвинем эти узлы в сторону, все вертикальные останутся где они были. Мы можем заставить их тоже двигаться без переключения самого режима. Если я включу режим Nudge и теперь попробую их сдвинуть, то мы увидим, что у нас сохраняется эта плавность, все узлы и их хендлы немножко растягиваются и смещаются, то есть это очень удобно. Но в таком режиме они у нас работают на постоянной основе, то есть все абсолютно узлы, какие бы мы ни двигали, они будут тянуть за собой другие, это не всегда удобно. Поэтому, если мы посмотрим на подсказку, то мы увидим, что мы можем временно его включить, зажав букву C. Поэтому переключение самого режима, включение-выключение, это последовательность клавиш Shift-C. Видите, он включился, точнее отключился. Вот, снова я его включил, снова я его отключил. Чтобы не пользоваться этим подменю, я могу его включить временно. Для этого я зажимаю C, мы видим, что у меня на курсоре C появилось. Теперь я могу выделить узлы и с шифтом, то есть тут важна последовательность, Shift плюс C включает-выключает этот режим, а C плюс Shift позволяет нам временно его включить и с шифтом сдвигать на 10 юнитов. То есть я зажимаю Shift-Shi и могу теперь точно так же двигать. Если я отпускаю все и жму Shift, то, как видите, я двигаю только выбранные узлы. Зажимая Shift-Shi, я делаю режим Nudge, и у меня они сдвигаются. То есть, по большому счету, конкретно включение этой настройки в Contour Tool абсолютно не нужно, потому что можем его временно включить тогда, когда нужно, и больше не пользоваться им. Вот, это основной инструмент, которым я, в принципе, пользуюсь, часто про него говорю, и просто вот еще раз немножко ему уделяю внимание. Следующий режим — это режим Nudge. Он влияет только на ближайших соседей. Если мы сейчас включим его и попробуем сдвинуть, то он влияет на отрезки, которые соседствуют с непосредственно узлом, который мы выбрали. То есть, выбрав этот режим, вы видите, что у меня вот эти хендлы смещаются, а эти хендлы не смещаются, в отличие от режима Power Nudge, где у нас все абсолютно хендлы, которые по всему периметру как-то могут взаимодействовать с этими выбранными узлами, они изменяются. То есть, если вдруг нам такое нужно, мы можем это сделать. Точно так же мы можем его включить временно, что подсказка нам говорит, Ctrl-Alt-Drag. Ctrl-Alt и Shift, допустим. Вот, он точно так же у нас смещается, причем смещается на 100, потому что у меня сейчас выбрана клавиша Ctrl, а Ctrl смещает на 100 юнитов. То есть один из режимов, не знаю, насколько им полезно пользоваться, но, допустим, пускай он будет, просто знайте, что он существует. Следующий режим — это гармонизированное перемещение. Попробуем посмотреть, на что это влияет. Если я, допустим, его включу и попробую смещать, то мы видим, что у нас точно так же задействованы только соседи по обе стороны от этого выбранного узла, но при этом еще и сохраняется некоторая такая плавность, если мы, допустим, вверх и вниз их смещаем. Потому что если мы вот так смещаем, мы видим, что у нас качели, вот эти вот хендлы, они тоже меняют свое положение. Вот, то есть, по сути, мы можем вдоль вот этой вот всей окружности перемещать наш узел. В предыдущем режиме, наверное, это недоступно. Сейчас попробую. Выключу этот, включу этот. Да, мы видим, что у нас узел смещается, но при этом хендлы остаются на месте. Вот. То есть он сохраняет вертикальность этих хендлов. А в этом режиме он у нас вот скользит вот так. Временно можно это активировать, если я сейчас
Правильно понял. Command-Alt. Ну, кстати, я сейчас на Windows, он мне почему-то предлагает зажимать Command. Интересно. По-моему, это у нас... Сейчас попробую. Ctrl-Alt не помогает. Ctrl-Alt-Shift. Вот, Ctrl-Alt-Shift позволяет сделать то же самое. Вот, на Mac, конечно, там Command есть, там можно это сделать. Здесь это не получается сделать. Вот. Дальше. Это мы разобрали, сейчас перейдем к следующему инструменту. Следующий инструмент контура — это слайд. Нажмем его и попробуем. А вот это, походу, мы его сейчас и включали в предыдущем режиме. Ну-ка попробуем. Ctrl-Alt-Shift. Вот так он себя ведет. И попробуем. Ну да, это мы пользовались с вами режимом слайд. Насколько это удобно и полезно... Да в целом, на самом деле, бывает полезно, когда нам нужно сместить узел, но чтобы он двигался по движению самой кривой, ну, то есть сохранял вот это положение. В целом, удобная штука, часто им пользоваться можно, по сути, вот Ctrl-Alt-Shift, потому что если мы просто выберем Shift-Alt, ну вот Shift-Alt и Ctrl-Shift-Alt как будто бы дают одинаковый результат. Может быть, я что-то не вижу, но, в общем... Зажатым Shift-Alt он двигается только лишь по окружности по этой. А Ctrl-Shift-Alt точно так же по этой окружности. Ну, в общем, вы потом поковыряетесь, посмотрите и поймете, зачем вам это вообще нужно. Следующий режим позволяет нам передвигать узлы с более точными значениями. Допустим, если я возьму узел и начну его так двигать, он достаточно быстро повторяет движение моего курсора. Если я включу этот режим, то он будет немножко делать это с таким замедлением и позволяет нам плавно передвигать эту точку в зависимости от того, насколько мы там сильно сдвинули наш курсор. То есть я его включил, начинаю вот так вот двигать, и он имеет, видите, он до конца не доходит. Позволяет мне найти вот более оптимальное положение, а не следовать слепо моему курсору. То есть если я вот так оттянул, мы видим, на каком удалении находится это. Если я отключу этот режим и смещу вот сюда, и теперь у меня он на том же самом месте находится. У меня сейчас включено скругление координат, поэтому большого смысла в этом режиме нет никакого, поэтому я нажму Ctrl-Alt-F, у меня откроется фонд инфо. Здесь я могу выключить скругление координат, применить, и теперь мне нужно отключить скругление координат в превью скругления. Вот, и теперь я уже могу видеть дробные значения. Здесь они у меня вот ограничены. Вот, видите? Если я включу этот режим, то я могу поймать более точное значение, которое мне нужно. Если этот режим отключу, то вот прямо точно не получится, потому что он слепо следует моему курсору. В общем, это такая тонкая настройка, какой практической пользы от этого можно ждать, и не скажу вам, потому что это уже такой... Это для перфекционистов, и я считаю, что мне это не нужно, поэтому я просто включаю скругление моего проекта. Так, фонд инфо, скругление координат, применяю, округляю и отключаю. У меня по умолчанию оно уже включено, Preview Rounding, и просто никогда не пользуюсь этой настройкой. Вот, в общем, несколько разных видов перемещения узлов с инструментом Contour Tool мы с вами разобрали. Но я обычно этим окном не пользуюсь, меня интересует только Ctrl-Alt-Shift, если я вдруг хочу сместить вот так узел вдоль какой-то кривой, либо Power Nudge, C плюс Shift, и начинаю двигать то, что мне нужно, это то, с чем я работаю большую часть времени. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.